Приветствую вас, друзья! Сегодня мы поговорим о выдающейся личности, который внес огромный вклад в формирование облика города Баку, о человеке, который совмещал в себе высококлассного специалиста, талантливого руководителя, а также, что немаловажно, высоконравственного человека. Речь пойдет об Алише Джамиловиче Лимбиранском. Родился Алиш Джамилович в мае 1914 года в семье известного врача, хирурга, травматолога Джамильбека Лимбиранского. В 1919 году Джамильбек вместе со своей семьей переезжает жить в Баку, где Алиш Джамилович, получив среднее образование, поступает на нефтепромысловый факультет Азербайджанского индустриального института. Сейчас все этот институт знают как просто АЗИ. Окончив институт, он идет работать на нефтеперерабатывающий завод, где уже в 27 лет, в 1941 году, становится директором этого завода. Но с началом Второй мировой войны, несмотря на высокую должность, Алиш Джамилович идет добровольцем на фронт, где в боях под Ростовом в 1943 году он получает серьезное ранение. Далее его комиссуют, и он возвращается в Баку. Раненого Алиша подобрали советские войска во время наступления. Его эвакуировали в Махачкалинский госпиталь, где он попросил врачей позвонить отцу. Джамиль Лимбиранский на тот момент был начальником Кировоградского военного госпиталя. Он с трудом добирается до Махачкалы и приводит сына в Бакинский госпиталь, который тогда был в здании консерватории, после чего следует операция и долгий период реабилитации. Мирджафар Багиров, председатель Компартии Азербайджана, узнал, что бывший директор нефтеперерабатывающего завода ранено был доставлен в Баку и послал за ним людей. В 3 часа ночи за ним пришли, и Алиш Джамилович на костылях и в галошах поехал навстречу. Только на утро следующего дня Алиш Джамилович рассказал родным, как Багиров его ругал при встрече за то, что он ушел на фронт. «Здесь тоже фронт, трудовой фронт, ничего не хочу знать. Ранение, боль, то другое. Ты сейчас должен заняться выпуском высококачественного бензина, годным для авиации. Москва требует обеспечить авиацию хорошим бензином, а он только у нас производится», — говорил Багиров. На следующий день Алиша Джамиловича восстановили в должности директора нефтеперерабатывающего завода. В 1959 году Алиша Джамиловича избирают председателем горосполкома. Сейчас бы мы назвали его мэром. К тому моменту у него уже был довольно-таки большой послужной список, среди которых была и сталинская премия 3-й степени за создание нового образца моторного топлива. Сразу после избрания его мэром он объявляет конкурс на создание скульптуры. Вот здесь, на площади Азнефть, перед Домом писателей. Выигрывает этот конкурс бронзовая скульптура Горхмаза Суджадинова «Бахрам-Гур». Особенность этого события в том, что это первая скульптура в Баку, посвященная вымышленному герою. Бахрам-Гур – это герой из поэмы Низами Гянджави «Семь красавиц». И это одна из первых профессиональных работ скульптора Горхмаза Суджадинова. С приходом Алиша Лимбиранского в должность мэра город стал быстро преображаться, и даже воздух стал чище. Снимались решетки со всех садов и скверов, окон домов, убирались заборы.
Улицы стали засаживать тополями. Появилось много маленьких, но уютных скверов. В городе появились новые скамейки, о которых даже есть песня. Не спит ночная улица, не спит, шумит, волнуется. Любовь и юность парами выходят из кино. Весны вдыхая запахи, домой вернуться за полночь. Ведь на пути скамеечки ждут уже давно. Скамеечки богинские на улицах стоят. Скамеечки богинские, цветной веселый ряд. Бульвар расширился. На бульваре открылось знаменитое кафе «Жемчужина», а также вот эта Венеция, где каждый мог покататься на лодке. Благодаря Алише Джамиловичу во времена СССР Бакинский бульвар занял первое место по красоте. Памятники Физули, Насими, Хуршуд-бану Натаван и другим известным деятелям культуры Азербайджана всех времен также появились во времена правления Лимбиранского. Благодаря его стараниям был восстановлен после сильного пожара театр оперы и балета, а бывшая торговая улица стала пешеходной. Вокруг Девичьей башни были снесены старые, не представляющие архитектурной и исторической ценности дома, и она предстала во всей красе. К концу своего правления в должности мэра Лимбиранский превратил Баку в красавец-город с европейским акцентом, но восточным колоритом. В 1964 году он был назначен на ответственную работу в Москву заместителем начальника Главного управления микробиологической промышленности. Второе пришествие Лимбиранского было в 1969 году, когда к руководству республики пришел Гейдар Алиев и предложил ему возглавить строительство в городе Баку. Первой работой на новом посту было строительство дворца, ныне имени Гейдара Алиева, который за моей спиной. При всей занятости государственными делами Гейдар Алиевич и Алиш Джамилович вложили в этот дворец все свои силы и душу. Дворец по достоинству сегодня носит имя Гейдара Алиева. Также Алиш Джамилович руководил строительством завода бытовых кондиционеров, дворца Гюлистан, гостиницы «Москва» и многих других объектов. Сам Гейдар Алиев, вспоминая о нем, говорил, что Лимбиранский с душой делал работу, болел за нее. Последняя работа Лимбиранского был театр мускомедии. И, несмотря на сложности, ему, как всегда, удалось выполнить работу на высоком уровне. Вся жизнь Алиша Джамиловича Лимбиранского, все его дела – настолько высокий образец того, как надо служить делу и людям, что фамилия превратилась в символ всего того лучшего, что может быть в человеке и руководителе. Он был настоящим патриотом. Алиш Джамилович Лимбиранский не дожил до своего 85-летия, всего 9 дней.